Сяо Янь встретился с древним богом Тоше и получил возможность принять его наследие. Божественная сущность могла перейти к Сяо Яню. Что же требовалось для этого? Сможет ли Сяо Янь все выдержать? Как мы говорили в прошлом ролике, это самое трудное испытание за всю его жизнь. А он сталкивался с немалым количеством различных вызовов и препятствий. Сяо Янь, без сомнения, испытывал неподдельное волнение. В этом мире больше не осталось так называемой Ци Истока. Это прямым текстом говорило, что в этом мире больше никогда не родится эксперт класса Бог Доуди. Хунь Тяньди заполучил зародышевую пилюлю бога. Она даст ему возможность прорваться. Единственная надежда Сяо Яня в армии Альянса заключалась в наследии императора Тоше. По сути, на нынешнем континенте осталось лишь два пути для прорыва к богу: зародышевая пилюля божественного ранга и наследие Тоше — единственные способы для получения Ци Истока. Древний бог Тоше смотрел на взволнованного Сяо Яня. «Мое наследие требует каменного сердца. До тех пор, пока в твоем сердце остается хоть капля эмоций, оно никогда не будет обретено». Он улыбнулся и легонько махнул рукой. Яркий пламенный лотос, в котором и было заключено Ци Истока, повис прямо над головой Сяо Яня. Сяо Янь глубоко вздохнул и успокоил свое сердце. В его решимости исчезли всякие переживания. Пламенный лотос излучал необычный блеск. Как только лотос вошел внутрь, тело Сяо Яня покраснело. Ужасающая безграничная энергия завихрилась внутри его тела. В мгновение ока сосуды Сяо Яня раздулись. По всем его меридианам передавалась пронзительная боль. За краткое мгновение его тело уменьшилось в несколько раз. Сильная боль искажала его разум. Древний бог Тоше наблюдал за этой картиной. Он выглядел спокойно. Если Сяо Янь не сумеет выдержать даже начальный этап, то о получении наследия не может идти никакой речи. Сяо Янь яростно дрожал посреди моря пламени. Он широко раскрыл глаза, но в следующий миг оба его глаза взорвались, оставив после себя лишь кровавый туман. После взрыва глаз подобные взрывы происходили и в других частях его тела. Впоследствии все его органы и части тела взрывались от ужасающей высокой силы наследия. Древний бог Тоше слегка нахмурился. Теперь передача наследия началась. Однако, если Сяо Янь не сумеет понять смысл оставленных им слов, то не только не сумеет получить наследие, но и нанесет крайне серьезные увечья как своему физическому телу, так и душе. Физическое тело Сяо Яня почти разрушилось. Сяо Янь уже в форме души смотрел на рассеивающийся кровавый туман, что оставался от его тела. Потерпел ли я крах? Он ощущал, теряя сознание, как слабость распространяется по его душе. Однако только он закрыл глаза, как тут же пробудился. Он понимал, в какую опасную ситуацию попал. Если он впадет в спячку, то даже его душа постепенно рассеется и сольется с внешним миром. Мое физическое тело слишком слабое. Я не смогу выдержать силу наследия. Однако раз мое физическое тело разрушено, как мне поглотить энергию? Его душа существовала в форме сгустка света. Он оказался в тяжелом положении. Без физического тела он не сможет унаследовать энергию наследия. Но на данном уровне его сил он мог бы создать себе новое тело. Конечно, создание физического тела требует множества последовательных и сложных шагов. Как он сейчас сможет себе его создать? Сердце как камень. До тех пор, пока существует хоть одна мысль, его волю не сокрушить. Душа Сяо Яня замерцала. В такой критический момент он смог успокоить свои эмоции. Он вспоминал слова древнего бога Тоше и приходил к определенной догадке. Ослепительный свет вырвался из его души, а внутри того света можно было заметить семя пламенного лотоса. Как только яркий свет вырвался из души, кровавый туман, что должен был к тому времени уже исчезнуть, начал уплотняться странным методом. Дальнейшее уже логикой было не объяснить. Со стороны было видно, как кровавый туман собирается и уплотняется вокруг сгустка души. За несколько секунд над морем магмы появилось живое физическое тело.
Сяо Янь обрадовался, когда восстановил физическое тело. Он ощущал, что теперь его новое тело оказалось намного сильнее, чем предыдущее. Создание через разрушение. Постоянное создание нового физического тела, что позволит постепенно впитыванию и поглощению силы наследия. Глаза Сяо Яня вспыхнули. Он испытывал волнение, тем не менее его эмоции долго не продержались, так как пламя лотоса снова извергло ужасающую силу. Физическое тело Сяо Яня, только-только образовавшись, вновь испарялось кровавым туманом под натиском той энергии. На этот раз даже своей душой он испытывал сильную боль. Сердце как камень. Сяо Янь теперь не паниковал, когда понимал причину произошедшего. Он сфокусировался, не позволяя боли нарушить его концентрацию. Развивающийся кровавый туман снова собрался, когда душа Сяо Яня сфокусировалась на спокойствии. Через несколько мгновений возникло новое физическое тело. Посреди моря огня постоянно раздавались взрывы. Тело Сяо Яня продолжало взрываться и преобразовываться. Постепенно ему удалось наладить идеальный цикл. Древний бог Тоше улыбнулся, наблюдая за его успехами. Парень оказался догадлив. Неудивительно, что он сумел достигнуть таких высот в своем возрасте. Кроме того, самыми выдающимися его характеристиками оказались каменная решимость и непоколебимость. «Кажется, моя миссия скоро подойдет к концу». Древний бог Тоше улыбнулся. Во время испытания время шло без перерыва, не осознавая того, что прошел уже год. Сяо Янь испытал несчетное число разрушений и перерождений за этот год. Даже его разум начал испытывать головную боль, несмотря на целеустремленность. Только его настойчивость помогала ему выдержать. Лишь простое желание спасти близких вынуждало его терпеть и поглощать силу наследия через бесконечные разрушения физического тела. Однако конца и края не было видно по мере течения времени и претерпевания цикла саморазрушения и перерождения. 1 год внутри небесной гробницы равнялся 2 месяцам на континенте Доуци. Это давало шанс всему Альянсу, клану Гу, драконам пустоты и всем близким Сяо Яня дождаться его до прихода Хунтянди. Однако за прошедшие месяцы центральные равнины испытали разительные перемены. Хунтянди сумел переработать пилюлю, а он пробился к уровню Доуди. Да, пока Сяо Янь получал наследие Тоше, Хунтянди преуспел. Согласно оригиналу, он первым стал богом. «Хунтянди, мы все недооценили его дикие амбиции». Ситуация становилась все хуже и хуже. В прошлом они еще могли сражаться на равных. Более того, с появлением Джукуня армия Альянса даже одержала верх. Теперь же это преимущество полностью исчезло за такое короткое время. Аура Хунтянди стала уже крайне сильной. Я ощущаю, что он в скором времени достигнет успеха. Нарушил тишину голос императора драконов Джукуня. Сердца окружающих людей сжались, когда они услышали его. Эксперты сжали кулаки, даже главы испытывали беспомощность в такой ситуации. Что уж там говорить о их подчиненных. Море крови бурлило. Посреди него возник водоворот. В скором времени из водоворота поднялся кровавый лотос большого размера. На нем сидел человек. С его плеч падали волосы кровавого цвета. Всем своим видом он напоминал демона над кровавым морем, что распустил «Эта сила опьяняет». Человек медленно открыл глаза. Алый цвет глаз вызвал рябь посреди моря. Пространство за спиной Хунтянди исказилось в тот миг, когда он открыл глаза. Из разлома вышел человек, окутанный черным пламенем. Хунтянди поднялся с кровавого лотоса и громко рассмеялся в небо. Следом он раскрыл рот, высвобождая силу всасывания. Массив черного пламени превратился в луч света и поглотился им. Аура, что как будто бы превосходила собой целый мир, вырвалась из тела Хунтянди. Со стороны бездонного моря крови вырвалась гигантская волна. Хунтянди повернулся в сторону земли, необычная улыбка всплыла на его лице. В то же время его голос, переполненный безграничной кровожадностью, разнесся по всем центральным равнинам во властной манере. «Запомните этот день.
Сегодня я, Хунтянди, приобрел могущество Бога. Когда он прибыл к Альянсу, где находились все силы Гуюаня, Джукуня, королевы Медузы и всех остальных, глава клана Янь проговорил: «Если мы не остановим его, весь континент Даоци склонится перед ним. В то же время все существа погибнут». Гуюань и остальные эксперты кивнули. Хунтянди прибыл к ним могущественным богом, лишь его одного хватит, чтобы сразиться с целой армией. Если они будут беспечны, то потерпят поражение в этой затяжной войне. «Есть ли новости о Сяо Яне?» — спросил Лэйин. «Нет», — покачал головой Гуюань. «Наследие древнего бога — это не шутка. Ему точно потребуется много времени. Но у нас нет столько времени». С горечью ответил Лэйин. Гуюань помолчал немного, а после ответил следующее. «Не то чтобы я хотел расстроить тебя, но вы все же должны знать, что Сяо Янь — наша единственная надежда. Как только он прорвется в класс бога, только тогда мы сможем противостоять Хунтянди. Иначе даже если мы сейчас его призовем, он не сможет ничего сделать. А значит, мы сами же лично лишим себя надежды». Все лишь вздохнули. Все эксперты понимали, что каждое слово Гуюаня – абсолютная правда. «Некоторых членов младшего поколения уже перевезли. По крайней мере, частичка наших родословных сохранится. Поэтому даже если мы сегодня потерпим крах, как только Сяо Янь преуспеет, родословная наших 3 кланов будет в сохранности», – произнес Гуюань. «Вот почему мы не должны тревожить Сяо Яня, пока он не преуспеет в наследии Тоше». Как видим, ситуация на континенте крайне сложная. Когда Хунтянди прорвался к уровню бога, Сяо Янь еще не успел этого сделать. Тревожить и мешать ему было нельзя. Что же сделают сильнейшие эксперты из тех, кто остался? Гуюань и Джукунь, 9-звездные пиковые святые, сумеют ли хотя бы на некоторое время задержать бога? Или нет? Рассмотрим это в дальнейшем. Ставьте лайк и всем пока!